Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Эдну, которая хочет обнимашек, да. Именно так называется скин, не спрашивайте почему, просто так. Что ж, мне выпали на нее жетоны, поэтому мы будем сегодня ее прокачивать на 5 уровень, если не ошибаюсь, это должно хватить. Кстати, заметил такую закономерность, жетоны на новых персонажей чаще падают с боевого пропуска, золотых сундуков, которые, ну, расположены в премиум зоне. Ну, вы понимаете, да? Не подкрутка, ну да. Ну так, то просто такие факты небольшие. Иногда такое случается. Ладно, давайте качать. Сегодня у нас будет 5 уровень, и сегодня у нас должен быть еще новый слот. Да, именно так. Вот он после... На 6-м? Блин, а что на 6-м? А я не знаю, до 6-го докачаемся. Давайте попробуем, если не докачаемся, то ладно. Если докачаемся, то, конечно, будет 6-й. Итак, у нас 238. Неплохо по хпшке растет. В принципе, Эдна достаточно жесткий персонаж. Мне все больше и больше он нравится. Она. Она. Персонаж. Ну, вы поняли. Сложно. Надеюсь, быстренько сейчас все это прокачаем, потому что 15 жетонов... Нет, не хватит мне. Там 20 жетонов, кажись. Нужно, ну, на 6 уровень или 30 даже, поэтому... Я не смогу никак прокачать. Вот я это прям чувствую очень сильно. Давайте протыкаем хотя бы то, что есть. Конечно, обидно, очень хотел второй слот открыть. А потом и третий на 9-м. Блин, а что на 6 уровне? Что не на 5-м? Вот реально. Блин, печалька какая-то. Ну ничего, мы 6 уровень качнем все равно. Деваться некуда, сундучки будем открывать. И лутать крутую награду. Надеюсь. И выпадут мне жетоны на Эдну. Итак, там ботинок жесткий. Ладно, давайте качать, вот он. 5 уровень. Почти за... Ну, за 2к, конечно, хп перевалило. Но хотелось бы, конечно, побольше чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну и там еще, кстати, квест идет на 15 побед на Эдне, да. Я думал, что вообще бои. Разрабы пишут в сообщении, что 12 побед. В новости у них написано в картинке самой 15 побед. Я, короче, не знаю, как действовать. У меня, наверное, побед 2-3 уже есть. Я точно сказать не могу, может больше. Поэтому надо как минимум еще 10-ку набить. Такие вот дела. Лучше, конечно, побольше. 3 жетона не хватило, к сожалению. Ай, 3 жетона, как же обидно. Ну, ничего. Страшного, в принципе, в этом нету. В следующий раз прокачаем. Лутанем с новый слот. А сегодня просто поиграем за Эдну. Поучимся играть за таймбу и наконец-то распределим хорошее количество атрибутов, потому что мне их мало, на самом деле. И они сбросились почему-то. Или их не было. Странно, в общем. Ладно, давайте распределять. Итак, оружие, бомба. Бомба. Мы делаем дальность. И перезарядку. 6, 12, а здесь 10. Давайте дальность сделаем, дальше кидать будет выгоднее. Потому что Эдна у нас дальний персонаж. Лук. Я хотел бы сказать, радиус надо качнуть. И будет все красиво, но пока воздержусь. Нужно дальность скачать. Вот так вот и перезарядку на 1. И делаем копье. По копью здесь у нас оно дальнее. Прямолинейное. Тут плюс-минус надо смотреть. 14. А перезарядка 10. Ну, тут тоже дальность, в общем. Делаем все на дальность, потому что дальности в начальных уровнях не хватает для предметов. Опять же, предметы имеют на дальность тоже низкую. Ну, что поделать. Ладно, все у нас готово. Отправимся в командный боец с зубовыми вампира, чтобы хоть как-то хилиться за счетом луков, потому что иногда это очень жестко вывозит. Хотя, на самом деле, надо будет что-то на подвижность брать, потому что немного не хватает. Ну, типичный бобер. Как это сказать? Бобра похожий, семейство бобров. Типа того. Так, ну... У нас пока что аптечек нету. И акул... Ну, акул уже ожил, это хорошо. Так, вижу там противника, не знаю, правда, кого. Я, кстати, вчера играл, у меня был больше радиус. А это ботик у нас. Опять же, кстати, один момент есть такой интересный. Когда вы лутаете предметы на Эдне, всегда ставьте ловушку. Потому что в этот момент вы все равно двигаться не можете. И это вот такой закон для Эдны. Пока что я определил. Опять же, с кем сейчас поиграть? У нас есть Брюс и... Хамелеон и акул с жирафом. Я все-таки предпочитаю Брюса Хамелеона. Брюс, мне кажется, дольше потанчит, чем жираф с акулом. Плюс на 6 уровень, да, будет полезный. Я думаю. Опять же, не забывайте ставить просто так ловушки. Они иногда бывают полезны. И есть такой момент, то что ловушка Эдны в начале, когда она ставится, видна. То есть это тоже интересный момент. Я, кстати, думал по поводу феромонов на Эдну. То есть поставить их, не поставить. Все такое. Но потом все-таки решил, что нет. Они будут бесполезны. Была мне идея, но просто Эдна это дальний персонаж. Ясное дело. С дистанции все дела. Она не подразумевает игру вблизи. Хотя я обещал, что затестим когда-нибудь. Фулл сборку на выживаемость, игру вблизи и все такое. Кнопочки по КД, все дела без сводки. Но посмотрим. Пока что это все в планах будущих. Когда достанет первобытный инстинкт, который будет отталкивать противников, да и подумаем.
Ставим капканчики. Пока что так. Так, бахаем просто в кучку сюда. Капканчики ставим. Лук тоже закидываем. Эяру отпугиваем. Новый капканчик ставим. Закидываем сюда. Яру опять отпугиваем. Опять капкан ставим. Все, да, закончили мы с противниками, да? Минус жираф. Кенгуру его сейчас добьет. Похилимся. Жалко дробовик легендарный. Было бы сейчас прикольно посмотреть лук на этом. Легендарный я хотел бы очень сильно, потому что это стандартный радиус. Достаточно неплохо, как по мне. Для золотого лука стандартный радиус. То есть можно расширить, в принципе, ну, прилично побольше. Прилично. Там я смотрел сколько? 8% за 3 атрибута, да? То есть 8% это... Ну, конечно, маловато, да. Хочется процентов 20. Тогда это будет уже значительное увеличение, но пока что ладно. Пока что ставим. Побегаем, поставим здесь капканчик на всякий случай, мало ли пригодится. Интересно, Брюс не испугается по нему пробежать? Не испугался. Жесткий Брюс, наверное. Итак, противников сверху, я так понимаю, нету. А значит, они где-то либо внизу, либо справа. Поэтому мы сейчас будем здесь, наверное, капканчики ставить, чтобы противники их не видели заранее. Это даст мне чуть-чуть, но преимущество. Опять же, капканчики выгодно ставить в промежутках. Промежутки... Ага, поставился, отлично, ту анимацию не показала. Так, почему в промежутках? Потому что... Ну, это понятное дело, логично, очень. Так, ставим капканчики. Я сейчас, правда, кнопку на хил не успел нажать. Не, походу надо всякие уколы адреналина брать. Что-то я туплю. Что-то я туплю очень сильно. Если у нас Брюс сейчас не затащит, а он не затащит. По нему видно, что он кнопки нажать не может. Ну, кого ты резаешь? Какой кенгуру? Короче, ладно, понятно, все с Брюсом. Паренек просто не мог нажать кнопки. Берем укол адреналина. Да, я забыл, что... Не, ну я что-то думал... Ну да, ошибка была. Надо было сразу наставить кучу капканов вот заранее. И обратить внимание на то, что баг есть, как бы он может ворваться. Я на это немножко внимания не обратил и из-за этого проиграл. Ошибка, да. Не поспоришь. Ну, не хватает предметов пока что, чтобы реализовываться. Да и уровней их тоже не хватает. Ну ничего, все в будущем. Все реализуем, ребят, вы не переживайте. Это у нас будет жестко. 60% это хотя бы что-то. Конечно, надо хотя бы выбить процентов побольше, но ждем выходных. Там будем открывать сундуки серебряные. Потому что, ну, когда еще? У нас же золотая лихорадка только сейчас по выходных появляется. Ну, на выходных появляется, да? А сброс акций только по будням. Кстати, странно это почему-то. Блин, вот тоже прикол, то, что нельзя ставить на текстуру. Но вот за счет вот таких вот возможностей это может разваливать. А что это Брюс здесь бегает? Ты что, Брюс, офигел? Вот же халявщик, еще уворачивается. Нам бы где-то найти лут, но лута нигде нет. Ты что, Брюс, обнаглел? Блин, мне хоть какой-нибудь лут найти надо, ну серьезно. Ну, тут граната и лук сейчас нам дадут боты. Лутайте бота, давайте, красавчики. Так, еще ботик снизу есть, его тоже нужно лутать. Так, ну лучше 2 ботика залутать. Проблема в том, что, видите, вот у меня сейчас противников слишком много. А я как бы здесь один. Ладно, давайте ботов убиваем. Так, лутаем аптечку. Хилимся, гранатку лутаем. Ставим капканчик на Брюса, еще раз хилимся. Закидываем сюда гранатку по ботику. Ну и в принципе можно расслабиться уже, потому что мы уже победили этот склад. Ну, копье нужно тоже залутать, оно пригодится. Так, все, убиваем. Я, конечно, здесь сейчас играю не командно, но моя команда справляется, поэтому я особо не парюсь. Потому что, ну, без лута, вы видели, я был бесполезен, очень бесполезен. Поэтому я сделал так, как сделал. Опять же, моя команда сейчас разделилась, это немножко проблему создает нам. Так, поставим капканчик на всякий случай. Ну, не капканчик, а эти стеночки. Гений на кенгуру, интересно, запрыгнет? Нет, испугался? Испугались, испугались на кенгуру. Ну ладно, правильно, бойся. Так, ну давайте автоатакой в нем по нему бахаем, в принципе. Он тут не особо должен выделываться. Какой-то странный кенгуру, но это низкий уровень, понятно, тут все играть не умеют. Поэтому ничего особенного. Просто бегаем, дамажим, все дела. И главное победить. Потому что мне победы на эти не нужны. Так, у нас первый бой был победный, да? Второй бой мы красиво проиграли, если не ошибаюсь. Потому что... Или первый бой был тоже проигрыш. Я что-то запутался. Ладно, потом пересмотрю, сколько там было побед, сколько поражений. Но этот бой надо побеждать, потому что хочется мне все акции выполнить. Там сандали святого дают за Эдну, за 15 побед. Ну, блин, 15 побед, это как душно, как душно. Это ж рейтинг, понимаете, апается, я же его не сливаю специально для этого. Поэтому 15 побед залутать прям очень тяжело. Особенно 5 уровнем. Когда в тебя влетает какой-нибудь баг такого же уровня, это прям очень, очень тяжело. Ой, странные кенгурушники. Им лишь бы залутать.
Опять же, зубов вампира у меня сейчас нету, поэтому придется хилиться тем, что есть. А именно это аптечкой. Так, ну, ставим капканчики. Не даем лутаться нашим противникам. Не даем вообще им что-то делать. Капканчики залетают красивенько. Прям впритык к ним ставлю, потому что, ну, а что нет? Блин, меня, конечно, слишком много противников душит, на самом деле. Могли бы поменьше меня душить. Немножечко хотя бы. Ну, реально, ну, душно очень было. Слишком много противников. Очень сильных. Так, я надеюсь, мы 2 аптечки залутали. Да, залутали. Кстати, видите, вот Микс не пошел лутать легендарную гранату. Молодец, на самом деле, потому что если бы пошел, он мог умереть. Хотя он Никс быстро лутает, в принципе, мог и выжить. Плюс там аптечки валялись. Ну, в общем, странные. Мог бы и залутать. Но решил не лутать, за это его хвалю. Что ж, победка оформлена. Вот такая вот модная Эдна. Надо отправиться дальше, нужно еще одну победку лутать. В идеале, конечно. Конечно, рейтинг бустится. Вот посмотрите просто. Люто, по 60, по 44 рейтинга. Лучше бы так было на 1300 плюс 1400, так рейтинг бустится быстро. Но, к сожалению, нет. К сожалению. Ладно, давайте в следующий бой отправимся. Правда, в этом бою укол адреналина не зарешал. Возможно, даже зубы вампира были бы полезней. Ну, тут я успел отхилиться. А бывают бои, когда тебя, да, вот словят и все, и ты уже не успеешь. Поэтому укол адреналина — это штука полезная. Потому что в том бою я мог затащить спокойно под куполом, там, изи, там, зона короткая, ловушек наставил, отхилился, всех убил. Смотрите, кстати, на этих гениев. Почему они идут к другому складу умирать? Как вы думаете? И я не знаю. Но они идут. Это же гениально. Джейд сейчас лутает гранатку. А, посмотрите на них. Ах, у меня слов нету. Ладно, просто идем. Просто идем вверх. Тут, слава богу, у нас ботик появился. Это нам дает одну аптечку хотя бы. Уже неплохое преимущество. И гранатку хорошую. Гранатка даст много урона. Конечно, мне нету сейчас кассетной бомбы здесь. Потому что просто один слот. Поэтому пока что просто тянем время. Но в будущем, конечно, поставим кассетку, поставим укол адреналина, зубы вампира. Пока что для начала. Потому что потом все равно нужна будет подвижность. Возможно, даже ботинок поставим. Но там слишком низкий уровень, из-за этого предметы не особо много дают бонусов по своим статам. Ну, разрабы решили такую систему сделать. Поэтому мы терпим и играем как можем. Опять же, хотелось бы хотя бы укол адреналина, чтобы был, ну, получше. Но нет, нет. Что есть, то есть. Итак, наша задача сейчас найти противников. Не надо не забывать проставить ловушки, потому что они будут полезны. Мало ли придется ступать, смотря какой противник будет, да? У нас, в принципе, есть хорошая возможность затащить здесь. Капканчики я поставил свои, эдновские, да? Противника, правда, не видно вообще. Это очень странно. Очень странно. Где они все прячутся? Боятся, наверное, меня, да? Эдну там все боятся. Так, а вот и противнички прилетели здесь из ниоткуда. Бахаем по ним. Ловушки ставим. Хотя у них тоже там есть неплохие дальние ударчики. Бахаем спокойненько. Но они как-то странно себя ведут. Но это низкие уровни, да. Играть еще не научились. Поэтому такие вот у них дела возникают. Бака сейчас можно шотнуть, в принципе. Ой, как больно по урону-то залетает, а? Лизя, может ты вернешься к нам в команду, не? Может будем играть командно? Не, это слишком сложно. Это командная игра. Слишком сложно. Да, Лизя? Да? Ну, блин, че я третьему уровню тут не понимаю, доказываю вот этим вот всем. 3-й уровень, какая командная игра? Он хотя бы бегает и кнопки нажимает, уже как бы 10 из 10 интеллектуальной способностей у него уже есть, как бы. Уже красавчик уже просто. То, что он может это делать на Лизе. У нас, кстати, походу 2 Лизи, да, вообще? Да, у нас 2 Лизи было. Фламингос здесь выделывается, думает, залутает мой легендарный лук. Обойдешься, Фламингос, обойдешься. Так, мне сейчас главное не умереть, что я сделал прекрасным образом. И меня сейчас не ресно, да? Вот же я нубас, ребятки, вот же я нубас. Это ж надо было просто умереть. Ну, опять же, команда в миллиметре стояла, резать, да, зачем? А я их резал. Эту Лизи. Ой, ладно. Это что, у меня, получается, хилов даже не было, да? Жесть. Так, как обидно вот сейчас было проиграть. Ну, что поделать, это моя ошибка. Опять же, это просто нехватка понимания за Эдну. Смогу ли я там развалить, смогу ли я убежать, смогу ли я выжить. Сам нафейлил, как говорится, плюс на какой-то, опять же, расчет на команду был, потому что они рядом стоят, могли бы резнуть на самом деле, но это моя команда, какой рез, о чем я вообще? Кнопки бегают, кнопки нажимают, сами бегают, уже хорошо. Поэтому такие вот дела, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.